Я вот одного понять не могу. Для чего Господь позволил людям изобрести мясорубку? Наверное, ее немец какой-нибудь изобрел, несмотря на любовь к колбасе. Немец, перец, колбаса. Или нет? Наверное, англичанин, человек, привыкший питаться абы чем и довольно невкусно. А вообще, все равно кто. Я его имени даже знать не желаю. Мало ли кто что выдумает. Но страшнее мясорубки то, что с ней вытворяют домохозяйки. Вот скажите, видали вы людей, которые мелко крошат телячью вырезку, а затем выдавливают из нее все соки в этой мясорубке соковыжималки? На выходе мясной сок отдельно, мясные волокна отдельно и кулинары, которые восхищаются сухими котлетами. Но это еще что? Я даже без интернета вживую встречал людей, которые засовывают в эту самую мясорубку печень. Вот эту нежнейшую субстанцию. Да ее же вот 5 минут буквально над углями подержи, и любой младенец, радостно дрыгая ножками, своими розовыми беззубыми деснами съест. Так для чего ее измельчать? Ради чего? С нее же вот только пленочку сними, желчные протоки удали, порежь средними кусочками и поверх обжаренного лука. Да-да, поверх, потому что даже лук жарится дольше, чем готовится печень. Вот я мимо хорошей свежей печени не пройти, не проехать просто никак не могу. Если печень блестит, если она вся ровного, красивого цвета, ну как можно отказаться от ее незамедлительной покупки? Телячья, говяжья, баранья, свиная, прости Аллах, куриная. Да бери любую, присыпь ее солью, присыпь черным перцем и непременно сверху мелко порезанной кинзы. О, вы бы знали, какое это чудесное сочетание. Печень, черный перец и кинза. Теперь самое главное не переготовить. Вот полкило печени готовится 10 минут от силы. На маленьком огне, под крышкой. И только самые бессердечные люди, ну те вот, которые перец остренький не любят, могут готовить печень дольше. Ха! 10 минут, говоришь? Я еще не видел ни одного маломальски пристойного повара, который готовит по секундомерам и весам. Одним словом, вот успеете нарезать болгарский перец, успеете порезать на дольки десяток помидорок черри, вот за это время печень и приготовится. Болгарский перец я не для того отправляю к печени, что его сырым съесть нельзя, а для того, чтобы он придал свой запах, для того, чтобы он сделал картинку красивую, для того, чтобы блюдо, да какое там блюдо, ну вот эта горячая закуска, получилась не уныло-однородной, а разнообразной и яркой. Что по цветам, что по вкусам, что по консистенции. Продукты иногда меня восхищают. Смотрите, какие помидорки. Как елочные игрушки. На этот помидорчик щепотку соли, либо капельку оливкового масла, уксуса бальзамического, и можно есть. Это уже шедевр сам по себе. Но нам необходимо получить сок из этого шедевра. А для этого помидорки режем на 4 части. Я забыл вам сказать, что пока печень томилась под крышкой, огонь под кастрюлей был минимальным. Это правило. Если под крышкой, значит минимальный огонь. А вот теперь необходимо посолить. И раз мы дальше готовим все без крышки, прибавляем огонь так, чтобы кастрюля зашипела, зашкварчала, и перемешиваем. Ну, я вас прошу, перемешивайте аккуратнее, не ломайте продукты, не давите их, не уподобляйтесь башибузукам. Вы же все интеллигентные, добрые люди. Так относитесь к продуктам с добротой, с интеллигентностью, как художники. Вот теперь снова убавили огонь. И еще, от силы 2 минуты. Ровно столько, сколько необходимо, чтобы принести большое, красивое,
фарфоровое блюдо. Послушайте, а может кто-то из вас обиделся на меня за то, что я поругал мясорубки, блендеры и прочие кухонные комбайны, да еще и печень запретил в них совать? Ну ладно, включайте телевизор и на следующей неделе я покажу вам, как готовить из этой самой печени паштет. Да еще какой паштет! Вот эти все, что в баночках консервных продаются в магазинах, они же все будут нервно курить, вздрагивать и вскрикивать по ночам, потому что мы с вами за 5 копеек из куриной печени, лука и морковки приготовим такой паштет, о котором дети и внуки вспоминать будут. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят: дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня:
эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. Я отлично понимаю тех, кто не любит куриную печень. А как можно любить нечто сухое, горькое, вязнущее во рту? Да лучше за гамбургером сходить. Понятно, почему к куриной печени никто не подходит ни на рынке, ни в супермаркете. С ней надо возиться. То промой, то в желчные протоки вырежи, то лук обжаривай. Кто говорит на гусином жире, кто говорит на утином. Ну ладно, на растительном масле, да еще стой над сотейником. То и дело помешивай лук, чтобы стал мягким, но не пригорел. Куркумой лук надо присыпать. Мол, чтобы паштет не прокис из-за огромного количества лука. Поэтому, конечно, если доктор прописал, то проще купить баночку консервированного паштета в супермаркете. Там она наверняка полезнее, чем та, которую мы готовим сейчас. Ну ладно, морковь допустим, а 80 мл растительного масла на 800 грамм печени. И это же еще не все. Погляди-ка, сливочное масло режут кубиками, чтобы оно согрелось. И куда это годится? И бабушка говорила, и везде говорят, что печень надо прожаривать как следует, до тех пор, пока не захрустит. А в этой программе печень выкладывают поверх лука и моркови. И говорят, обжаривать только до тех пор, пока печень побелеет и потеряет свою пластичность. Ну кто же печень солит сразу? Да она же так всю сочность потеряет. И неужели мало одной чайной ложки соли? Зачем надо две? А к чему этот черный перец? Ведь так хочется насладиться вкусом натуральной печени. Дорогие друзья, это я озвучил голоса виртуальных скептиков. Я отлично знаю, о чем говорят противники вкусной и здоровой пищи. После того, как вы посолили и поперчили печень, перемешайте ее с луком и морковью и накройте сотейник крышечкой. Огонь на минимум. После чего необходимо подождать 2-3 минуты, а потом снова открыть крышку и перемешать. Так сколько же всего минут необходимо жарить печень? Если кто-то назовет вам точную цифру, имейте в виду, этот человек абсолютно не понимает в кулинарии. Трогайте печень пальцем. Если она еще пластичная, дрожит внутри, значит пока что не готова. Вот теперь, когда печень приподнимаешь за один край, а она не сгибается, наступил момент, когда не просто необходимо выключить огонь, но и печень переложить из горячего сотейника, где она еще продолжила бы готовиться, в холодную посуду. Перекладывайте вместе со всеми соками. Ничего не оставляйте в сотейнике. Обратите внимание на цвет готовой печени. На разрезе она должна быть еще более розовой. Скажите, а у вас дома мускатный орех не завалялся? Добавленные в верной пропорции и в правильное время специи украшают любой продукт, а не забивают его первоначальный вкус. Вот столько мускатного ореха вполне достаточно. А теперь сливочное масло. 200 грамм сливочного масла на 800 грамм печени. Запомните эту пропорцию. Паштет из печени – это не еда, которой наедаются от начала и до конца. Паштет из печени – это всего лишь навсего закуска.
50 грамм на одного человека – вполне достаточная порция. И ничего страшного, если среди этих 50 грамм 10 грамм будут сливочным маслом. Постарайтесь измельчить паштет как можно глаже. И лишь после этого добавляйте сливки. Жирность сливок может быть любой – 10%, 20%. Их уйдет 300-400 мл. Количество зависит от получающейся консистенции. Вы должны иметь в виду, что, остывая, паштет станет гуще. Ну и, разумеется, сливки необходимо добавлять подогретыми. Паштет должен приобрести консистенцию примерно как у манной каши. Иногда, если блендер не справляется со своей задачей на 100%, паштет рекомендуют протереть через сито, чтобы остались узелки от желчных протоков, от каких-то сосудов. Но очень важно попробовать уже почти готовый паштет, ведь мы солили печень, а сливки и сливочное масло не соленые. Есть смысл добавить и черный перец. Если он и в горячем паштете не чувствуется, то в холодном и подавно от его запаха и жгучести не останется и следа. И еще один ингредиент, аромат которого способен превратить любую еду в шедевр. Это трюфель. Я недавно был на конкурсе кулинарных книг в Париже. Вот и привез себе побаловаться. Но в Париж за трюфелями не очень-то налетаешься, поэтому гораздо чаще мы добавляем в печеночный паштет сальсу из трюфеля, либо трюфельное масло. И то, и другое довольно часто встречается в супермаркетах. Обратите внимание, либо спросите продавцов. Но в конце концов и без трюфеля тоже получится очень вкусно. А еще я бы поэкспериментировал с сухими, молотыми белыми грибами. А теперь другой, очень важный момент. У нас получилось 1 килограмм 800 грамм паштета. Это 36 очень щедрых порций. Вы столько сразу съедите? Тогда раскладывайте паштет по горшочкам, либо даже по обычным стеклянным баночкам. Только не наполняйте посуду до самого верха. Оставьте примерно полсантиметра, чтобы покрыть поверхность паштета разогретым топленым маслом. Сливочное масло, в котором содержится белок, и само испортится. А вот топленое масло, о приготовлении которого я уже рассказывал в нашей программе, и этот сюжет можно найти на моем канале в Ютубе, послужит отличной герметичной крышкой. Паштет под ней не окислится, не позеленеет. Поэтому очень важно расправить паштет, чтобы он весь оказался хотя бы под тоненьким слоем топленого масла. Вот теперь посуду можно накрывать крышками, а в противень подлить горячей воды. Вода не должна покрывать полностью баночки либо горшочки, но доходить хотя бы до середины. Пусть вода даже будет кипеть, она не нагреется выше 100 градусов. Соответственно, и паштет не пригорит. А паштет необходимо прогреть до 85 градусов. После этого его можно хранить недели и, может быть, даже месяцы. Паштет пастеризуется в духовке 1 час при температуре 120 градусов. А это коржи от Наполеона. Недавно показывал рецепт. Можно найти на моем канале в Ютубе. Все точно так же, только вместо сладкого крема промазываем каждый корж еще горячим паштетом. Слои паштета можно устраивать потолще. Не жалеть, не думать о том, что получится слишком жирно. Получится в самый раз. Получится отменный закусочный торт «Наполеон». Этот рецепт я придумал еще в 2009 году, а показываю его по телевидению впервые. Один из слоев паштета можно было бы промазать, к примеру, брусничным вареньем. Но у меня нет брусничного варенья, и я использую обычный кетчуп. Кисленькая прослойка очень желательна, но это еще не все. Это стандартный крем для торта «Наполеон», только количество сахара уменьшено в половину, количество соли
прибавлено, а кроме этого добавлен перемолотый в блендере базилик. Я расскажу вам, как я пришел к такой идее. Однажды я угощал великого русского повара Александра Ивановича Филина и французского шефа Буяси. На столе был шашлык из печени. На столе где-то в стороне стояли помидоры черри. И был базилик. И я наколол на зубочистку листик базилика, помидорку и кусочек шашлыка из печени. Попробовал и вздрогнул от неожиданно прекрасного вкуса. Меня с детства учили, что без хлеба кушать нельзя. И вот я решил, что хрустящие коржи от торта «Наполеон» – это самый лучший хлеб для печеночного паштета, крема, помидоров черри и листиков базилика. Разумеется, торт должен застыть. Вот теперь его можно украшать. Можно украсить листиками именно базилика, несмотря на то, что вкус и аромат базилика уже имеется в креме, и его вполне достаточно. Но очень важно, чтобы даже те, кто перенесли ковид, понимали, из чего приготовлен торт. Помидоры тоже необходимы только для обозначения ингредиентов. В принципе, томатного вкуса уже вполне достаточно за счет кетчупа, но еще и для украшения. Можно сказать, вместо клубники, ежевики или малины. А хотите посмотреть, каким получился паштет после того, как он застыл? Возьмите кусочек подпеченного хрустящего хлеба. Он оттенит нежность паштета. Обратите внимание на цвет, на консистенцию паштета. Видите, как он размазывается по хлебу? Великолепный вкус и запах вы оцените после того, как приготовите такой паштет. Если что-то не запомнили, приходите на мой канал в Ютубе, найдете ролик, пересмотрите с самого начала, приготовите, и все у вас обязательно получится. А уж если вы испечете такой закусочный торт «Наполеон», то уложите на обе лопатки всех своих друзей, если они тоже, на ваше счастье, увлекаются кулинарией. Дорогие друзья, готовьте дома и приглашайте друг друга в гости. Нет наслаждения для человека лучше, чем есть и пить от трудов своих при открытых дверях с хорошими гостями за столом. Я обещаю вам еще очень много хороших, вкусных, очень полезных рецептов. Приходите.